Девчонки, всем привет! Сегодня хочу снять отчет по моему основному Project Pen. Я уже положила пустышки, которые накопились с февраля. И давайте смотреть, что произошло за март. Хочу начать вот с такой маски от Revolution. Это коллаборация с друзьями. Здесь такой плотный бальзам, 12 грамм. У него кремообразная консистенция, он белесый, из-за этого не очень удобно им пользоваться. Дает оттенок такой на губах не очень приятный. Вот так вот она у меня поменялась, эта баночка. То есть здесь очень значительное донышко. Я думаю, что к середине июня этот бальзам я закончу. Поэтому хочу добавить ему замену. Значит, здесь все хорошо у нас идет. В качестве замены хочу взять очередную маску. Это тоже Revolution. Теперь это уже коллаборация с Симпсонами. Какая-то коллекция на Хэллоуин. Здесь аромат Candy Apple, действительно так и пахнет. Не самый, на самом деле, приятный для меня запах, но терпимый. Выглядит эта маска вот так. Цвет у нее тоже такой неоднозначный. На самом деле она прозрачная. Мне она нравится больше, чем вот эта. Открыта с осени, надо ее уже заканчивать. Здесь целых 20 грамм продукта. Я думаю, что ее хватит до конца лета. Начну ее, как закончу, вот эту. Далее декоративку непосредственно. У меня в проекте вот такой тон. Уже 100 раз его все видели. Enough 8 пептидов. У меня оттенок 21. Хорошо он мне сейчас подходит, но я думаю, что июнь это последний месяц, когда он мне будет подходить по цвету. В связи с этим буду прям стараться его закончить. Вот он. В принципе, он неплохо на мне сидит, но кожа у меня комбинированная, склонная к жирности. И летом, конечно, она прям жирная, поэтому Enough мне уже не подойдет. И на самом деле его здесь осталось совсем немножко, вот столько ушло за май. И я думаю, что к концу июня я его полностью закончу. И это будет пустышка. Далее пудра. В качестве пудры я использую рефил из румян Наташи Деноны. И вот так вот они выглядят. Мне кажется, по сравнению с прошлым месяцем здесь заметные изменения. Я планирую закончить также его в июне. Этот рефил с таким желтоватым подтоном, но в процессе растушевки, это я уже показывала 100 раз, это просто выглядит как какая-то прозрачная пудра с подсвечивающими частицами. Неплохо, но на лето уже, конечно, такой продукт не пойдет, как основная пудра, поэтому я добавила замену. И вот такую я замену добавила в прошлом отчете. Это палетка от Kevyn Aucoin с двумя вот такими вот рефилами, якобы хайлайтеров. Но они достаточно блекленько смотрятся на лице в качестве хайлайтеров с крупными блестками. Вообще, на самом деле, при нанесении в качестве пудры эти два продукта смотрятся по эффекту как метеориты. Поэтому вот эти два рефила я буду использовать летом как подсвечивающую пудру после того, как закончу вот этот вот рефил. Далее у меня в проекте вот такая палетка от Lavelle, и это, я уже не знаю, вам вообще интересно на нее смотреть? Дело в том, что рефил скульптора вообще не меняется. Девчонки, я крашусь, ну, наверное, 6 раз в неделю точно. Каждый раз я использую этот скульптор для того, чтобы отконтурировать овал лица. И ничего в нем не происходит. Вот такого он оттенка, потому что он пигментированный, его надо немного. Ну, вот видно, он у меня тут залип на бальзаме для губ, и вот такого он оттенка. Мне этот цвет подходит. И я честно им пользуюсь, но ничего не меняется. Когда я закончу вот этот рефил от пудры, я планирую переставить рефил из Lavelle вот сюда, чтобы у меня был контурирующий продукт и румяна в одной упаковке. Далее, что по этой палетке? Еще сильнее я проковыряла вот этот рефил и планирую дальше использовать его как продукт для бровей. А вот этот вот светлый оттенок я использую под бровь и в уголок глаза. И мне нравится, как он идет. Я думаю, прогресс заметен, изменения заметные, и надеюсь, что даже, может быть, к июлю и закончу этот рефил. В июне я планирую делать грандиозную перестановку рефилов в палетках теней, и вот эта палетка также, скорее всего, пойдет на разбор, и мы от нее избавимся. Это будет пустышка, ну вот именно сама упаковка. Далее бронзер. По бронзеру изменений, скорее всего, особо видно не будет. Да, к сожалению, это так.
хотя я им и пользовалась, но в конце месяца я взяла упор на другой продукт, поэтому бронзер уходит не так заметно. И я планирую с июня пользоваться им, наверное, уже вот с этого края, чтобы больше было видно изменения к июлю месяцу. Здесь практически нет прогресса. Хайлайтер. Хайлайтер у меня I Heart Revolution, коллаборация с котами-аристократами, и вот так выглядит рефил. Дырочка стала намного больше. Сейчас я продолжаю использовать этот рефил в качестве непосредственно хайлайтера на скулы, в качестве теней, подсвечивающих в уголок глаза. И, в принципе, вот он пошел. Продукт достаточно рыхлый. Я надеюсь, что он у меня все-таки уйдет к концу года. Вот такие у меня продукты для лица. В принципе, мне нравится, как все идет. Также у меня в проекте румяна от Наташи Деноны. Взяла их только потому, что раз уже заканчиваю этот рефил, то и этот захотела закончить. Но я ими пользуюсь, честно. За месяц, наверное, использовалась ими раз 15. И ямочка есть, но пока прогресса не видно. И я даже не знаю, я не вижу особых изменений и переживаю, что к концу года не закончу эти румяна. Они очень красивые, подсвечивающие. Ну вот почему-то они не идут. Ну, просто потому что здесь целых 7 грамм сухого продукта, в принципе. И это не единственные румяна у меня в проектах на данный момент. Давайте переходить к глазам. Напоминаю, что на этой стороне у меня продукты, которые мне нравятся, как они уходят. Здесь пустышки, а здесь продукты, которые особо не поменялись за месяц. Первое, что у меня есть в проекте для глаз, это вот такая база от Urban Decay. У многих девчонок она в проектах, потому что она бесконечная, и вот уже на 3-й год использования хотелось бы все-таки кремовый продукт, который идет на глаза, хоть как-то израсходовать, но она уходит совсем по чуть-чуть. Я ее замеряю, когда вынимаю кисточку, просто собираю продукт и отмеряю уже без кисточки, так удобнее, так виднее, скажем так. По чуть-чуть уходит, и понятное дело, что этого продукта тут до конца года, похоже. Ну, хоть как-то идет. Далее я добавляла в проект в прошлом месяце вот такие вот кремовые тени от Gosh в оттенке 06 Plum. И вот столько у меня ушло продукта. Я использовала эти тени в качестве подложки под шиммер из палетки Huda Beauty. И вот таким вот образом видно, что ушло, ну, не знаю, 4 миллиметра, наверное. Бесконечный продукт. И в скором времени я его из проекта ненадолго уберу до осени, потому что он мне будет без надобности. Ну, пока хорошо, хоть как-то меняется. Далее у меня в проекте вот такой карандаш от Ламель. И я в прошлом отчете рассказывала, что у меня не получается его точить, потому что он как будто немножко изменивший свою консистенцию. Я сравнила с 2 другими карандашами из этой линейки. Они у меня нормальной консистенции, а этот совсем как пюрешка. Точить его невозможно, поэтому я проталкиваю его палочкой. И я не отмерила длину этой палочки в прошлый раз, но по моим ощущениям она была длиной с колпачок. А сейчас я вот отмерила, то есть получается за месяц где-то сантиметр этого карандаша у меня ушел. Я стараюсь им пользоваться часто, практически при каждом фиолетово-сиреневом макияже. Но он, конечно, очень яркий, я на самом деле от него уже подустала, поэтому я им еще попользуюсь в июне, но, скорее всего, потом уберу до осени, чтобы немножко от него отдохнуть. В принципе, он хоть как-то идет, конечно, не сравнить с тем месяцем, когда я его точила, там просто ушло сразу 1/3 карандаша, и ушло только потому, что, вот я говорю, все в точилку. Далее у меня в проекте подводка фиолетовая от Barry. И вообще она никак не меняется, абсолютно. Я вам опять забыла, кстати, карандаши посвочить, давайте посвочим. Подводка эта у меня в коллекции тоже уже больше 2 лет. Пока она никакой реакции на глаза вроде мне не дает. И ее, к сожалению, нельзя никак отмерить, поэтому пользуюсь ей, тоже при каждом фиолетовом макияже. В принципе, она меня устраивает, у нее очень приятный такой пастельный цвет. Я люблю такие цвета в карандашах для глаз и вот в подводках. Вот, значит, здесь прогресса нет.
Также у меня была в проекте тушь от Golden Rose, синяя, и она закончилась. Точнее, тушь-то тут еще есть. И она даже издает такой характерный звук, как будто там есть продукт, но она уже делала мне комочки на ресницах и сразу уйдет в пустышки, потому что как только тушь меняет свойства, я сразу ее убираю и не экономлю. И вместо вот этой вот синей туши я хочу добавить относительно новую мою тушь. Она вот такая вот уже фиолетовая, это тоже Golden Rose, и она мне не нравится. Тут чисто уже фиолетовый цвет. Она изначально была суховатая, поэтому не знаю, насколько ее хватит. Сейчас я уже с трудом ей крашусь, хотя крашусь всего 2 недели. Не знаю, может быть, она даже к июню уже начнет комочки какие-то делать и осыпаться. Посмотрим. Если на начало еще июля будет жива, без проблем я буду ей пользоваться. Но вообще она... Такое впечатление, как будто была уже открыта. Но, тем не менее, добавляю ее. Теперь давайте смотреть самое интересное. Это палетки теней. Сейчас у меня в проекте аж 3 палетки. Первая это Huda Pastel Rose. И она у нас выбывает. Все, я закончила здесь все рефилы, которые хотела закончить. По-моему, я еще вот этот хотела закончить, но у меня на него планы. В общем, получается 1, 2, 3, 4, 5 пустых рефилов. Я буду в середине июня их вынимать, заменять другими рефилами. Сниму вам это, девчонки, все на камеру. Ну, а пока эти продукты у меня уходят в пустышки. Следующая палетка, которая у меня в проекте, это уже из той же серии Huda, Lilac Obsessions. И здесь тоже 2 пустышки. Я закончила вот этот оттенок и почти закончила вот этот, но тут уже не набрать, он не набирается, поэтому мы будем считать, что здесь я имею 3 пустышки. И эта палетка тоже выбывает из Project Pen. Я также буду переставлять из нее рефилы. Получается 3 пустых рефила. Третья палетка у меня тоже от Huda. И здесь я пока включила в проект один оттенок, вот этот вот. Вот такой по нему прогресс. Я его всего сместила в одну сторону. Красивый оттенок. Ну, палетка, конечно, уже старенькая. Уже вот этот оттеночек крошится. Я надеюсь, что за июнь я его закончу. Он красивый. Типичный такой на коричневой базе. Очень красивые фиолетово-зеленые блестки. Конечно, когда выходила эта палетка, в 2019, по-моему, году она выходила, это, конечно, было все очень красиво и ново. Ну и на самом деле она очень красиво блестит. И для этого оттенка я в качестве подложки, собственно, и использую вот этот карандашик. И хорошо они смотрятся, как такие фиолетовые смоки на глазах. Продолжаю пользоваться этой палеткой, и все, теперь она будет центральная в моем проекте. За летний сезон вообще я планирую ее закончить. Это очень амбициозно, посмотрим. И поскольку это все у нас пустышки, ну, будем считать их как пустышки, да? Давайте, наверное, эту палетку полностью посводчим. Зеленые оттенки на сводчах кажутся плешивыми, но я недавно делала ими акцент в уголочек глаза, и получилось очень красиво. Ну и опять же матовые уходы такие меловые немножко, поэтому они быстро, я думаю, будут заканчиваться, несмотря на их яркость. Следующие 3 оттенка это все шиммеры. Один мы с вами уже посводчили, а 2 вот этих очень красивые. Вот это вот такой розовый, тепленький, на теплой базе оттенок Sparkle, а это очень красивый светлый оттенок с зелеными лимонными блестками. Он очень красиво смотрится на глазах, либо как топпер вот на этот зеленый. И последний ряд. Здесь вот не очень хорошего качества такой оттеночек. Матовый, персиковый и холодный розовый с зелеными блестками. Вот этот красивый очень оттенок.
Вот такие цвета в этой палетке. Вот этот вот шиммер наименее блестящий. Я пока не знаю, на какие оттенки буду делать упор в июне-июле. Посмотрим. Ну, точнее, в июне я точно буду заканчивать вот этот вот оттенок, а дальше уже посмотрим. Здесь не очень много матовых, поэтому я планирую, когда закончу здесь темный оттенок, на его место поставить какой-нибудь тоже около персиковый матовый вариант. Ну и так как у меня поменялась, скажем так, немножко схема макияжа из-за вот этой новой палетки, я добавляю новые продукты. Добавляю 2 карандаша от Ламель, зеленый и оранжевый, очень ярких цветов, просто в поддержку вот этой палетки. Может быть, они мне все-таки пригодятся, я буду делать ими яркие стрелочки, посмотрим. Они, кстати, по консистенции потверже, чем их фиолетовый соратник. И я надеюсь, что я смогу их нормально точить. Мне не придется вот это вот извращение с палочкой повторять, потому что, ну, неудобно. Вот эти карандаши я замерю к следующему проекту, и уже будем на замеры ориентироваться. Это новые продукты. И хочу добавить 2 рассыпушки от Тами Танука. В принципе, они мне не мешают в моей коллекции. Они достаточно легкие, компактные, но просто они лежат. И они идут за лишнюю единицу косметическую, когда я делаю инвентаризацию. Поэтому я решила от таких штук избавляться. Взяла я пока 2 оттенка и думаю, что это достаточно реально, чтобы закончить. Во-первых, оттенок лисенок огнелапый. Он мне приходил как какой-то пробник, здесь совсем немножко продукта. Это очень красивый оттенок, но просто я им не пользуюсь. Вообще не люблю рассыпушки, мне неудобно с ними, поэтому пусть уж лучше он закончится. Я вообще планирую его использовать вот с этим оттенком в качестве топпера. Просто потому что сам по себе этот оранжевый не очень красивый, а вот с лисенком он смотрится очень классно. Да, прям красиво, и блестки в лисенке тоже зеленые. Мне кажется, что со всей палеткой будет классно сочетаться. И я думаю, что как только я начну пользоваться вот этим вот рыжим оттенком, лисенок огнелапый у нас уйдет, ну, за несколько применений, потому что его здесь, очевидно, совсем чуть-чуть. Так, это новый продукт. И второй оттенок — это советница мглы. Тоже приходил как тестер. Его здесь больше намного, и казалось бы, что оттенок такой сложный под заканчивание, потому что он все-таки черный. Но я планирую его использовать для стрелок. Посмотрим, как пойдет. Все-таки стрелки рассыпчатым пигментом, наверное, не очень удобно делать. Но я просто знаю, что если не так, то он у меня просто будет вечность лежать, а вечность он мне не нужен в коллекции. Он, кстати, сатиновый. Можно попробовать сделать с ним смоки. Ну, честно говоря, я в себя настолько не верю. Скорее всего, я просто буду делать им легкую маленькую стрелочку, и пусть он у меня в проекте болтается, когда-нибудь уж закончится. И вообще, вот я даже закрутить ровно с первого раза их не могу. Не нравятся, в общем, мне рассыпушки. Еще один новый продукт. В общем, вот такая цветовая гамма у меня получается в проект. На лето, мне кажется, самое то. Посмотрим. Если мне не будет хватать базовых оттенков, я буду брать свою палетку Tom Ford из проекта 100 использований. Остались у нас с вами продукты для губ. Изначально у меня в проекте было всего 3 продукта. Это 3 вот такие вот помады от Ofra. И они у меня выбывают в этом месяце. В проекте они у меня находятся с февраля, то есть февраль, март, апрель, май, 4 месяца я им уделила. Каждый месяц я пользовалась им, ну, раз 20 минимум, 15-20. И я думаю, что им пора на покой. Естественно, видно, что эти помады не закончились, но в них очень много просветов уже. На самом деле, просто не очень удобная упаковка. Она внутри квадратная, соответственно, в уголочках собирается помада, она кремообразная. Но на самом деле этого продукта, и вот по этому оттенку видно, продукта здесь уже очень мало, и продукт испортился. То есть помада стала по-другому, помады точнее, стали по-другому сидеть. Они стали отслаиваться с губ, сидеть некрасиво. Эти тюбики открыты у меня уже, ну, с 2019 года. Да, 4-й год идет, и я думаю, хватит им.
Я уделила им достаточно внимания. Изначально я не думала, что за 4 месяца можно израсходовать такого цвета помады. Они у меня не востребованы, тем более жидкий продукт. Я их смешивала, и я думаю, что просто уже настало их время. Они стали чуть-чуть по-другому пахнуть, особенно вот это светлое. Ну и все уже. Я считаю, что уделила я им время, и пора с ними прощаться. Я даже не знаю, это нечестная пустышка, но они у меня в любом случае идут в косметический мусор. Поэтому мы с вами посмотрим в июле инвентаризацию по косметике, что прибыло, что убыло в цифрах. Посмотрим пустышки кратко за полгода. Посмотрим, как изменилась моя косметическая коллекция, и там они будут в качестве пустых баночек. Но, естественно, в рамках проекта Project Pen это, очевидно, не пустые продукты. Тем не менее, они уходят. И им на замену к вот таким вот всем ярким макияжам я взяла еще 3 продукта. Во-первых, вот такой вот блеск от Dust of Colors. Внезапно. Это оттенок Cork. Он у меня достаточно свежий. Но, во-первых, здесь очень неоднозначный оттенок. Он очень темный. Вот. Самостоятельно я его на губах не могу использовать. А еще мне кажется, что запах у этого блеска по какой-то причине, хотя он свежий, он отличается от такого же точно блеска в другом оттенке. Он какой-то немножко прогоркловатый, и я не уверена, в чем причина. То ли просто тут другая отдушка, то ли он начал портиться. По консистенции непонятно. В общем, я его добавлю в проект и посмотрим. Также добавляю вот такой вот блеск от Revolution. Это была коллаборация с фильмом «Эльф» рождественская. И это такой рыженький тоже блеск помадного типа такого. Плотный. Он уже рыжий. Сначала я не хотела брать его в проект, потому что он огромный, но на самом деле я поняла, что это не блеск огромный, это упаковка огромная. Блеск тут стандартный, в нем около 7 мл, по-моему. Поэтому не думаю, что будет какая-то катастрофа его закончить. Мне подойдет он к теплым макияжам, беру в проект. Тоже он абсолютно новый, всей этой косметикой я пользовалась, ну, раз 5, тут даже отмерять нечего, всеми этими 2 продуктами я имею в виду. И третий продукт, который я добавляю, это вот этот вот блеск виниловый от Golden Rose. Он перешел из моего утреннего проекта в основной, потому что у него потрясающий, комплементарный для моей внешности оттенок. Я его замеряла, здесь его вот столько, и он мне будет нужен для коррекции цвета вот этих 2 блесков. Ну, это по задумке. Я не знаю, как у меня это будет получаться, но как-нибудь я буду корректировать эти блески, чтобы их цвета подходили мне для моих ежедневных макияжей. Я не знаю, получится это или нет. Сам по себе, самостоятельно, он красивый. Не очень красивый оттенок. Вот такой вот. Так, у меня опять получается все 3 текстуры жидкие, но я хочу максимально их вывести. Я надеюсь также к осени закончить эти 3 продукта. Посмотрим, что из этого выйдет. На самом деле хочу еще быстренько показать лаки свои и что у меня с ними происходит. Во-первых, убираю из проекта прозрачный лак от Flormar. Я поняла, что он мне нужен, и выводить его смысла нет. Убираю. В чем прогресса нет? Не было прогресса вот в этом топе от Essence. Каждый раз, когда я его использую, маникюр становится вечным, и расход другого лака становится очень медленным, поэтому этот топ, хотя он очень красивый, он пока у меня простаивает. Совсем микроскопические изменения вот в этом масле от NCLA. Я его добавила в проект, потому что оно уже старенькое, ему 2-й год, но оно не поменяло никак своих свойств, оно мне очень нравится, очень экономичный расход, продолжаю пользоваться дальше. Закончила, наконец-то, полностью вот такой вот лак от Golden Rose, розовый, с золотыми мелкими частицами, был очень красивый, благородный оттенок. Закончился, и слава богу, пустышка. Почти закончила вот такой лак от Flormar. Здесь вот отметка, это максимум на 1-2 слоя одного маникюра. Этот лак у меня сейчас на руках, очень мне нравится оттенок, но у меня есть несколько фиолетовых лаков, надо закончить, и это будет пустышка следующего месяца, я думаю. Добавляю новый лак, замерила его, это Essie. Это один из самых
пустых, скажем так, лаков в моей сейчас маленькой коллекции. У меня есть аналогичные оттенки, поэтому я добавила его в проект. Буду использовать летом для педикюра и, может быть, иногда маникюра. И хочу вывести зачем несколько одинаковых тюбиков. И последний лак, который добавила, это матовый топ от Nail Look. В принципе, он меня устраивает, хорошо работает, но дело в том, что у меня в коллекции появилось еще два матовых топа с блестками разных цветов. Не вижу смысла хранить у себя третий, поэтому заканчиваю. Отметку сделала один маникюрчик, небольшой прогресс. Посмотрим, как будет уходить, не тороплюсь с ним, пусть заканчивается постепенно. Ну и давайте смотреть, что получается. За май месяц у меня всего одна пустышка по проекту, и это тушь. Это, конечно, грустненько, но на самом деле, ну, я имею в виду чистая пустышка, то, что полетит в мусорку. Но у меня закончилось много рефилов теней, и в июне я, как уже сказала, буду снимать видео по перестановке рефилов, и все пустые рефилы также формально, как и вот эта вот однушечка от Бернович, будут вот здесь лежать, чтобы мы видели, сколько рефилов я закончила за проект. И в мусорку также летят помады. Я считаю, что я их на самом деле почти израсходовала. Тут если весь продукт сгрести, ну вот столько, наверное, от каждой помады. Может быть, одна четверть, 1/3 осталась. Ну, стухли, все. Это трупики, так сказать. Что я планирую закончить за следующий месяц? Здесь у меня прогресс хороший в этой стороне. И я планирую закончить маску, я планирую закончить тон, я планирую закончить пудру. В принципе, должно быть много пустышек именно в следующем месяце. Ну и лак, конечно же, тоже закончится. В этой стороне либо продукты новые, которые я ввела только в этом месяце, либо то, в чем не было прогресса, ну тут посмотрим. Вот, поэтому вот такой вот получился отчет. Вроде формально пустышек и всего одна, но я очень надеюсь на следующий месяц. И очень рада, что у меня вот эти две палетки уходят из косметички с проектом, потому что очень много они, вот эти продукты, занимали место. Всем, девчонки, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам было интересно и расслабляюще посмотреть очередной отчет по Project Pen. Я вам желаю успехов в ваших проектах, если вы их, конечно, ведете. Желаю вам прекрасных, удачных макияжей всегда, прекрасного настроения, чудесной летней погоды. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!